очень много тропинок, и почти по всем этим горам можно ходить. Чем я сейчас и займусь. Инфернальное место. Дым идет прямо из-под земли. Постоянно слышите крики. Может, так оно и есть на самом деле. Нужно подойти к самой реке. Я об этом только мечтал последние пару дней. Именно вот такой, рядом с гейзерами. Просто очень интересно, насколько она теплая. Снова чувствуется свежий запашок сероводорода. Это значит, что гейзер где-то рядом. Но об этом я знал и так уже давно. Вот я спустился в самый низ. Возможно, можно писать картины прямо на этом месте. Вот она булькает. Посмотрите. Она булькает, и ее трогать явно нежелательно. Я прямо ногами чувствую тепло. Я надеюсь, оно не рванет кипятком внезапно. Вот с такими комплектами ходят сюда люди, потому что места действительно нереально красивые, просто прилагательных там не хватает в русском языке. Или у меня ограниченный запас, не знаю. Там сзади какой-то туман надвигается. Ух ты ж, какой запах. К нему начинаешь привыкать, но потом понимаешь, что нет, не привыкаешь. Вот это водичка. Ах, оно прохладное. Немножко неожиданно, потому что я думал, что здесь все теплое. Перейдя через этот мост, вы окажетесь совсем в ином мире. Сейчас я буду через него переходить. Не переключайтесь. Ох, тепло как. Всем привет и добро пожаловать в ад! Просто нереальные. Это я не знаю для чего. Может быть, это сера так реагирует с землей. И я продолжаю свой путь вниз. На самом деле вниз, вверх, тут горы, и все время надо подниматься и спускаться. Кажется, что это гора, а вверху небо. Но на самом деле это же не небо, это снег, а над снегом еще небо. И в мозгу такой когнитивный диссонанс. Вот снова по каким-то ответственным горам лажу. Равновесие, равновесие. О, здесь уже легче. Вау. Какие куски льда. Вы смотрите, они же голубые. Ха-ха. Крутяк. Вот это кадр. Вот это вид. Место настолько инфернальное, что у меня здесь 666 кадр. Тут почти все самые красивые явления природы. Водопады, вот эти вот мхи, горы, лед и гейзеры. Что еще можно добавить? Вот в Исландии очень удобно, если вы хотите пить, вы идете к любому ручью и пьете. Холодная. Какой-то привкус у нее все-таки есть, мне кажется. То ли металлическая, то ли, не знаю, может, это серая, действительно. Кстати, это одно из немногих мест, где можно увидеть цветные горы. Таких мест всего 3. Одно это в Чили, второе в Китае, а третье это здесь. Но они сегодня не очень цветные, возможно, освещение не такое, и довольно сложно разглядеть цвета, но все равно было очень красиво. Спасибо этому месту, и пока. Может быть, я еще когда-нибудь сюда приеду.